Почти всю свою жизнь я живу в приюте. Дело в том, что моя мама бросила меня умирать, как только я родилась. Она оставила меня не в больнице и даже не около кафе или жилого дома. Моя биологическая мать выбросила меня в грязную мусорку, как ненужную вещь, и ушла. Неужели она хотела, чтобы я умерла? Но мне повезло. Меня нашли и отправили в приют. Тут не так плохо, как может вам сразу показаться. Но ничто в этом мире не может заменить настоящую семью. Я всегда надеялась, что кто-то сможет полюбить меня, поделиться со мной своим теплом, домом и заботой. Многих детей из нашего приюта усыновили, но меня почему-то никто не хотел взять к себе. Когда мне исполнилось 10 лет, впервые меня захотели удочерить. Это была довольно богатая семья, у них уже была своя дочь, моя ровесница. У меня появилась своя комната, красивая одежда, игрушки, но в этой семье были довольно странные и жестокие правила. Нельзя было вставать из-за стола без разрешения. Нужно всегда было слушаться старших, даже если они были неправы. Мнение общества для этой семьи всегда было на первом месте. Они хотели талантливого ребенка, которым можно было бы похвастаться перед соседями. Меня записали на кучу кружков, но если честно, у меня ничего не получалось. Петь я не умею, рисую хуже ребенка в детском садике. Музыка тоже не мое. Я не могу назвать себя неталантливой, просто мне не хотелось всем этим заниматься. Родители часто были мной недовольны, и когда они злились, то оставляли меня без ужина, а иногда даже запирали в холодном подвале. Ты ведешь себя очень плохо. Ты понимаешь, что позоришь нас перед соседями? Посиди тут и подумай о своем поведении. Мне было очень страшно в том подвале. Я закрывала свои глаза и не открывала их до тех пор, пока срок моего наказания не заканчивался. Однажды родители готовились к важному ужину и попросили меня и свою дочь Кэти ничего не есть до прихода гостей и не мешаться под ногами. В тот вечер мне, как назло, захотелось очень сильно пить. Я решила сходить на кухню. Лучше бы я этого не делала. Когда я зашла на кухню, то увидела, как Кэти поедает торт, предназначенный для гостей. Мама! Мама! Элли съела весь торт для гостей, даже крошечки не оставила. Ей должно быть стыдно. Глупая девчонка! Из-за тебя весь вечер будет испорчен! Как ты могла? Это не я! Келли съела весь торт! Я только вышла, чтобы попить воды. Не смей перекладывать свою вину на мою дочь! Моя Кэти воспитанная, в отличие от тебя! Завтра же я верну тебя обратно в приют! Я снова оказалась в приюте. Только через 4 года меня отдали на удочерение. Меня взяла к себе очень милая женщина. Она была так похожа на настоящую маму. Я была так счастлива, ведь теперь у меня будет семья. Да еще и большая. У нее было 3 своих детей. И собака. Но как только закрылась дверь за социальным работником, моя новая мама изменилась. Она стала злой. Значит так, сиротка, давай сразу все проясним. Тут тебе не курорт. Спать будешь в чулане. Вся работа по дому на тебе. И только попробуй кому-то сказать, что тебе тут плохо. У меня появилась своя комната. И не важно, что она была на чердаке. Я должна постараться заслужить ее любовь. Возможно, если я буду много работать по дому и слушаться Саманту, то она сможет меня полюбить. Моя жизнь превратилась в настоящий ад. Мне приходилось много работать, и не было даже минутки на отдых. Я очень старалась, но отношения с Самантой не становились лучше. Знаете, я чувствовала себя рабыней, или же просто Золушкой. Но я не хотела, чтобы меня вернули назад в приют. Так продолжалось несколько месяцев, пока в школе не заметили, что я засыпаю на уроках.
Как-то в пятницу к нам без предупреждения пришел социальный работник. Я, как обычно, работала по дому, пока вся семья проводила время за просмотром любимого сериала. Социальный работник был шокирован тем, что он увидел. Он отругал мою опекуншу и забрал меня назад в приют. Смотрите-ка, Элли вернули. Она не заслуживает жить в семье. Ты всегда будешь одна. Тебя никто не полюбит. Вот же лохушка. Твоя родная мама правильно сделала, что бросила тебя. Кто захочет иметь такую дочь, как ты? Все смеялись надо мной, а я просто плакала. Мне очень хотелось, чтобы у меня была семья. А может быть, моя родная мама смогла бы забрать меня домой. Мисс Пэтлс, прошу вас, расскажите о моей маме. Вы должны что-то знать. Элли, пойми уже, что мы не имеем права делиться такой информацией. Давай-ка иди назад к девочкам. Не отвлекай меня по всяким там пустякам. Пожалуйста, а вдруг я смогу убедить свою маму забрать меня? Прошу вас. Да ты не нужна своей матери. Она даже не заслуживает права называться матерью. 14 лет назад эта женщина выбросила тебя в мусорку на улице Бронкс, как ненужную вещь. Она оставила тебя умирать. Смирись уже и запомни, что у тебя нету матери. Я решила сбежать из приюта и пойти на то место. Знаю, это так глупо, но именно там я была последний раз вместе со своей мамой. Как можно было оставить свою малышку в таком месте? Малышка, позвони мне. Может, этот номер оставила моя мама? Она хочет найти меня. Я должна ей позвонить. Извините, пожалуйста, можете одолжить мне мобильный телефон? Мне нужно срочно позвонить. Пожалуйста. Какая ты милая и воспитанная девушка. Скоро Новый год, а это значит, что все мы должны помогать окружающим и делать добрые дела. Конечно, я дам тебе позвонить. Алло? Малышка? Это же ты, малышка. Та девочка, которую нашли в мусорном баке? Я давно не малышка. Меня зовут Элли, и мне 14. Вы мой папа? Нет. Хотя странное дело. Я всегда думал о тебе, как о своей дочурке. Я Джон. Я первым нашел тебя 14 лет назад. Поверить не могу, что слышу твой голос. Я не мог выкинуть тебя из головы. Я пытался тебя разыскать. Но мне сказали, что тебя удочерили. И я не хотел пугать тебя прошлым. Не знаю, что тебе рассказали. Но ты знаешь про мусорный бак, раз нашла мой номер. Где ты? Давай встретимся. Я сейчас около мусорного бака, в который меня выбросили. Я сейчас буду. Я в 10 минутах от тебя. Я так долго мечтал об этом дне, с той самой секунды, когда взял тебя на руки. Вы видели мою маму? Нет, но я расскажу тебе о том дне. Это был самый необычный, самый удивительный день в моей жизни. Возвращаясь с работы, я услышал детский плач и нашел тебя. Позвонил в полицию, и тебя забрали. Позже я жалел, что тебя отдал, а не удочерил сразу же. У меня есть 2 сыновей и жена. Когда я брал их на руки, то вспоминал о тебе. Я так хотел тебя увидеть и убедиться, что у тебя все хорошо. Вот уже 10 лет я прихожу сюда и оставляю телефон в надежде, что ты найдешь меня, и я смогу удочерить тебя. Простите, я все время плачу. Если бы ты не плакала, лежа в баке, я бы тебя не нашел. Твой плач спас тебе жизнь, Элли. Теперь у меня есть настоящая семья. Меня любят, и я счастлива. Если в вашей жизни все плохо,
и вам кажется, что надежды не осталось, вспомните мою историю. Верьте в чудеса, и тогда они обязательно произойдут в вашей жизни. Если тебе понравилась моя история, поставь лайк, напиши свой крутой комментарий, подписывайся на канал. Впереди тебя ждет много интересного.